Ночью в январе 2015 года неопознанный дрон врезался в дерево прямо перед Белым домом и рухнул на лужайку. Секретная служба США быстро отреагировала на происшествие и установила владельца. Им оказался пьяный сотрудник американской разведки, который просто захотел полетать после бара. Пока спецслужбы разбирались с произошедшим, а по CNN круглосуточно показывали кадры упавшего квадрокоптера, продажи дронов китайской компании DJI взлетели на 300%. Скандал сделал бесплатную рекламу лучше, чем миллионные маркетинговые бюджеты. Меня зовут Алексей, и из этого видео вы узнаете, как некогда малоизвестная компания сегодня взяла под контроль 3/4 мирового рынка дронов, вытеснила легендарную GoPro и зарабатывает миллиарды на военных конфликтах по всему миру. Китайский город Ханчжоу, 1980 год. В семье инженера и бывшей учительницы родился мальчик Ван Тао, который позже станет известным всему миру под английским именем Фрэнк Ван. С ранних лет его одолевали мечты о полетах. Уже будучи подростком, Ван получил от родителей подарок – радиоуправляемый вертолетик, который парень разбил почти сразу после покупки. Расстроившись из-за такой неудачи, он начал изучать, как работают летательные аппараты. Ван подошел к этому делу как настоящий сын инженера. Он занялся сборкой моделей самолетов и начал читать книги об авиации. В воображении зародилась мечта создать беспилотный летательный аппарат с камерой для видеосъемки. Поступив в 2003 году в Гонконгский университет науки и технологий на факультет электронной инженерии, Фрэнк превратил свое увлечение в одержимость. Профессор Ли Цзян, специалист по робототехнике, заметил талантливого студента и стал его ментором. Уже через 2 года Фрэнк получил первый грант на разработку дрона – $2300, которые показались ему настоящим богатством. Вместе с друзьями он начал создавать систему управления для миниатюрных вертолетов прямо в комнате общежития, где соседи наверняка наслаждались постоянным жужжанием моторов и громкими звуками падения предметов. Первые попытки полностью провалились, устройство не дожило даже до официальной демонстрации. Однако на соревновании RoboCon, который проходил в Токио в 2006 году, разработка Вана заняла 3-е место, что стало сигналом для создания серьезного проекта. Основание компании Dajiang Innovations состоялось в том же 2006 году. Название переводится как «Великие инновации без границ», и позже оно стало всем известно под сокращением DJI. Офис великих робототехников располагался в той же комнате общежития. Штат сотрудников просто невероятный, 2 друга-единомышленника с бюджетом в виде остатков гранта, но у парней появилась несгибаемая вера в идею и грядущий успех. Ребята производили контроллеры для дронов, устройства, позволяющие беспилотникам держаться в воздухе при порывах ветра. Первые разработки стоили около $6000 и находили покупателей среди университетов и китайских энергетических компаний. Продажи шли вяло, всего по 20 устройств ежемесячно. Молодые разработчики с трудом держались, потому что денег ни на что не хватало. Спасением стал Люди, друг семьи Вана, вложивший $90 тысяч в конце 2006 года. Без этой инвестиции компании просто не существовало бы. Сегодня доля Лю оценивается в $1,5 миллиарда. Неплохая отдача за 90 тысяч. Фрэнк Ван оказался перфекционистом с невыносимым характером. За первые 2 года работы состав компании сменился несколько раз. Люди не выдерживали его требований и постоянных увольнений интернов, не справлявшихся с прототипами. Один из первых соратников по имени Свифт Цзэсе продал собственную квартиру ради поддержки компании, получив взамен 14% акций. Другой партнер заплатил огромную неустойку за досрочное расторжение контракта на предыдущей работе. Третий приехал практически без денег в кармане, веря только в идею. Одержимость Фрэнка оказалась настолько мощной, что люди либо сбегали, либо оставались навсегда. К 2011 году компания переехала в Шэньчжэнь, крупнейший промышленно-технологический центр Китая с прямым доступом к поставщикам, дешевым комплектующим и талантливым инженерам. На торговой выставке того же года произошла встреча, изменившая траекторию развития. Американский энтузиаст Колин Гвин долго вынашивал идею создавать дроны для кинематографа, потому что на тот момент съемки с воздуха стоили кинокомпаниям десятки тысяч долларов. Оказалось, Фрэнк работал именно над тем, что требовалось Гвину – подвеской для камеры, позволяющей снимать стабильное видео без тряски. После создания 3 неудачных прототипов и увольнения очередного сотрудника DJI, идеальное техническое решение все-таки нашлось. Ван придумал способ соединить мотор дрона с подвеской так, чтобы мощности хватало на всю конструкцию, значительно уменьшив вес и удешевив производство. Если в 2006 году цена продукта составляла около $2000, то к 2011 году технология стала сильно дешевле, всего $400, что стало настоящей революцией на рынке. Гвин и Ван создали дочернюю компанию DJI North America в Техасе, где Колин получил 48%
10% акций и стал амбассадором бренда в США. Настоящий прорыв произошел с выходом квадрокоптера Phantom в январе 2013 года. Это был первый полностью готовый к полету дрон за $679, способный находиться в воздухе чуть меньше 10 минут и переживать жесткие приземления. До этого момента любители собирали беспилотники самостоятельно, что требовало технических навыков, времени и больших денег. По сути, DJI повторила подвиг Apple с компьютерами и смартфонами, упростив и удешевив технологию до предела, что сделало ее доступной для всех. Достал из коробки, включил и полетел. Phantom получил GPS-навигацию, автопилот и крепление для камеры GoPro. При потере связи с пультом устройство автоматически возвращалось на место взлета и аккуратно приземлялось. Простота и доступность вывели дроны на такой уровень, что стали важнейшими инструментами не только для кинематографистов, но также для журналистов и даже travel-блогеров. Теперь у всех была летающая камера, которая сильно повысила планку качества контента в соцсетях. Успех DJI превзошел самые смелые ожидания. Выручка за 2013 год составила $130 миллионов, в 5 раз больше по сравнению с предыдущим годом. В 2014 было продано около 400 тысяч дронов Phantom, а оборот компании в 2015 году достиг $500 миллиарда. Но это было только начало. Однако за кулисами успеха в это время были серьезные разногласия внутри команды. Фрэнк Ван и Колин Гвин поссорились из-за денег и власти. Гвин считал свой вклад недооцененным, а Ван полагал, что его партнер требует слишком много для продвижения продукта в Америке. Конфликт закончился судом. В итоге Гвин уволился и согласился на отступные в размере $10 миллионов, отказавшись от 0,3% акций. Сегодня эта доля стоила бы сотни миллионов, но тогда он посчитал наличные лучшим вариантом. Сразу после этого Колин устроился в 3D Robotics, главного конкурента DJI, взяв с собой бывших коллег из североамериканского подразделения. Так началась война дронов. DJI двигались быстро и решительно, и каждая новая модель отличалась революционными скачками в развитии технологий. Phantom 2, вышедший в конце 2013 года, получил улучшенную стабилизацию и время полета до 25 минут. Phantom 3 в 2015 добавил камеру с разрешением 4К и трансляцию видео на расстояние до 5 километров. Ну а Phantom 4 в 2016 обзавелся системой обнаружения препятствий и интеллектуальным отслеживанием объектов. Теперь дрон был способен самостоятельно облетать деревья и другие препятствия на пути, следуя за движущейся целью. DJI захватила 70% гражданского рынка беспилотников, получив прозвище Apple среди дронов. Компания-конкурент 3D Robotics, где работал Колин Гвин, выпустила дрон Solo в 2015 году, вложив миллионы в маркетинг и позиционируя себя как американскую альтернативу китайской DJI, которая служит коммунистическому режиму Китая. Solo был технически неплох, однако проиграл конкуренцию по цене и функциональности. DJI просто делала продукт лучше и дешевле. В 2016 году 3D Robotics ушла с рынка потребительских дронов, потеряв десятки миллионов, а уже в августе 2017 компания окончательно проиграла в конкуренции, заключив партнерское соглашение с бывшим противником. К тому моменту DJI контролировала уже 75% рынка и стоила больше $15 миллиардов. Пока шла борьба с конкурентами, случился инцидент, который принес гораздо больше рекламы, чем любые маркетинговые компании вместе взятые. Тот самый дрон у Белого дома спровоцировал панику в спецслужбах, срочные заседания в Конгрессе и круглосуточное освещение в мировых СМИ. Каждый телеканал от CNN до BBC рассказывал о дроне у резиденции президента, а зрители в этот момент массово искали в Google, где купить себе такой же дрон. Весной того же года дрон DJI со знаком радиации приземлился на крышу резиденции премьер-министра Японии Синдзо Абе, неся радиоактивный песок с места аварии в префектуре Фукусима. Это был политический протест против атомной энергетики. Мир снова заговорил о дронах китайской компании. После этих случаев DJI обновила программное обеспечение, введя геозоны радиусом 25 километров вокруг резиденций президентов и других важных объектов, что стало стандартом индустрии. Фрэнк Ван в интервью Forbes прокомментировал эти скандалы философски. «Мы не придаем этим историям большое значение, они даже помогают нам». И он был прав, ведь каждый инцидент приносил громкую и совершенно бесплатную рекламу. Пока DJI доминировала на рынке дронов, другая компания правила в сегменте экшн-камер. GoPro была абсолютным королем. Ее продукцию использовал каждый экстремал и блогер, а капитализация достигла миллиардов. В 2016 году руководство решило создать собственный дрон
ведь до этого пользователи массово крепили камеры GoPro на квадрокоптеры DJI. Вскоре компания представила Karma – складной дрон за $799 со встроенной камерой Hero 5 Black. Маркетинг был агрессивным, тысячи предзаказов и огромный ажиотаж. Но уже через неделю DJI выпускает Mavic Pro – компактный складной дрон за $999 с собственной камерой и со всеми превосходящими характеристиками. У GoPro просто не было шансов конкурировать. Их дроны Karma часто падали из-за технических проблем. Пришлось отозвать все устройства, из-за чего компания потеряла сотни миллионов на возвратах и ремонте. В 2018 году они полностью сворачивают проект, решив снова сосредоточиться на экшн-камерах. Но и тут DJI не оставляют их в покое. В мае 2019 года выходит камера Osmo Action, прямой конкурент GoPro Hero с двумя ключевыми преимуществами. Во-первых, у нее был передний экран для селфи, который GoPro добавила только через год. А во-вторых, более низкая цена при лучших характеристиках. Osmo Action 4 в 2023 году получила сенсор размером 1,3 дюйма, больше, чем у GoPro Hero 12, обеспечивая лучшую съемку в темноте и динамический диапазон. Osmo Action 5 Pro в 2024 добавила еще больше сенсор, а Osmo Action 6 в ноябре 2025 года представила революционную переменную диафрагму, первую в истории экшн-камер. Китайцы методично уничтожали американскую легенду, отбирая у них рынок шаг за шагом. Сейчас все уже и забыли про GoPro. Кому она теперь нужна? К сожалению, история DJI приняла темный оборот с началом конфликта России и Украины в феврале 2022 года. Дроны компании оказались у обеих сторон, используясь для разведки, корректировки артиллерии и поиска целей. Дешевые гражданские беспилотники, которые раньше воспринимались как совершенно безобидные устройства, стали неотъемлемым элементом современной войны. Все случилось очень быстро, и DJI стремительно превратился из безобидного бренда гражданских дронов в настоящего производителя оружия. Оборудование, которое раньше использовалось, например, в аэропортах, стало смертоносным. Например, станция мониторинга дронов под названием Aeroscope. Она отслеживала все дроны DJI в радиусе до 50 километров, чтобы полиция могла находить операторов нелегальных дронов возле аэропортов, стадионов и рядом с правительственными объектами. Но во время боевых действий военные запускали беспилотники для разведки позиций врага, а их противники по другую сторону использовали аэроскоп, с помощью которого находили и устройство, и оператора, после чего наносился точный удар артиллерии. Одна из сторон требовала отключить аэроскоп на своей территории, но в DJI ответили, что такой технической возможности просто нет, ведь сигнал передается локально, а не через интернет. Якобы отключить его можно только физически, в каждом из тысяч дронов, уже находящихся в зоне конфликта. В конце марта 2022 года немецкие сети MediaMarkt и Saturn сняли продукцию DJI с продажи, открыто обвиняя ее в поддержке кровопролития. А в конце апреля DJI объявили о временном уходе с рынков России и Украины, чтобы гарантировать неиспользование дронов в бою. Компания настаивала на том, что использование ее продукции для причинения вреда неприемлемо. Однако вопрос оставался открытым. Что делать с тем, что уже находится в зоне конфликта или завозится через третьи страны? DJI оказалась заложником собственного успеха. Ее дроны на глазах всего мира стали смертоносным оружием. Естественно, DJI заработала на всем этом огромные деньги. Хоть и невольно, но она стала настоящей империей на крови. Как бы ни оправдывалось руководство технологического гиганта, что не приемлет применение в военных целях, факт остается фактом. Дроны DJI массово используются как оружие. В то же время Министерство финансов США внесло DJI в список компаний китайского военно-промышленного комплекса, запретив американским инвесторам сотрудничать с ней. В апреле 2023 года Конгресс начал рассматривать закон о противодействии дронам Коммунистической партии Китая, запрещающий использование продукции DJI в американских сетях связи. В сентябре 2024 года Палата представителей приняла законопроект, ограничивающий эксплуатацию новых дронов компании и их доступ к инфраструктуре. Возможно, вскоре китайские дроны полностью запретят на территории США. Американские власти считают, что Пекин может использовать уязвимости в программном обеспечении DJI для доступа к персональным данным и применения их в военных или шпионских целях. Китайские дроны летают над американскими военными базами, критической инфраструктурой, частными домами, и вся информация потенциально утекает в Китай. Вообще ситуация странная. США постоянно обвиняют DJI за угрозу национальной безопасности, но при этом они продолжают активно пользоваться их продуктами,
потому что альтернатив просто не существует. DJI контролирует от 70 до 75% американского рынка дронов. Их используют полиция, пожарные, спасатели, фермеры и кинематографисты. Даже ФБР закупала Phantom 4 Pro, объясняя это в официальном документе так. DJI Phantom 4 Pro — единственный коммерчески доступный дрон, сочетающий простоту использования, высокое разрешение камеры и обнаружение препятствий по приемлемой цене. Frank One продолжает бороться за место DJI на американском рынке, но есть огромный шанс, что их оттуда просто выкинут. Если запрет вступит в силу, то китайцы потеряют огромный источник дохода, который приносит миллиарды долларов в год. Сегодня DJI производит гораздо больше, чем просто дроны. Это также камеры и стабилизаторы высокого качества, которые вытеснили большинство конкурентов. Osmo Action давно переехал к Atcom GoPro. Есть еще Osmo Pocket, карманные камеры со встроенной стабилизацией, которые часто используют блогеры. А профессиональные стабилизаторы для киносъемки, такие как Ronin, используются на голливудских площадках. Компания продолжает инвестировать в исследования. 45-летний Frank One остается генеральным директором и главным лицом компании, сохраняя свою одержимость создания идеальных летающих машин. В редких интервью он заявляет, что DJI находится только в начале пути. И то, на что будут способны дроны будущего, сейчас невозможно даже представить. Через 10 лет возможно несколько сценариев применения дронов. Первый – дроны будут доставлять посылки на балконы квартир и во дворы домов. Например, американские супермаркеты Walmart уже запустили доставку в частные дома. Вполне возможно, что дроны-такси будут перевозить людей над пробками. Спасательные дроны будут тушить пожары и вытаскивать потерявшихся в горах туристов. Границы государств тоже, скорее всего, будут постоянно патрулироваться беспилотниками. И наверняка на большинстве всех этих аппаратов будет логотип DJI. Есть и другой сценарий. США полностью запретят компанию, Европа последует их примеру, а другие западные страны присоединятся и полностью вытеснят китайцев. Тогда продажи упадут, инвестиции уменьшатся, а конкуренты получат реальный шанс вырваться вперед. В этом сценарии DJI потеряет свое глобальное лидерство и останется только на азиатском рынке. Геополитика непредсказуема, технологии развиваются стремительно, а конкуренты не спят. Но на данный момент альтернатив DJI практически не существует. Они установили настолько высокую планку качества, что все остальные пытаются их скопировать. Ровно такая же ситуация годами происходит с айфонами. Frank One точно войдет в историю как один из гениев, изменивших мир. Компания создала индустрию с нуля, доказав, что китайские корпорации способны не только слепо копировать западные технологии, а создавать собственные и доминировать на мировом рынке. Конечно, хотелось бы, чтобы в будущем все технологии работали только на благо человечества, а не на его порабощение или даже уничтожение. Но, к сожалению, пример DJI показывает, насколько быстро позитивное назначение некоторых технологий может меняться на противоположное. Но давайте верить в светлое будущее. Как бы там ни было, все технологии — это просто инструменты, и лишь от нас зависит, как мы их будем использовать, во благо или во вред. Ну а если вам понравилось мое видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь. Я рассказываю о компаниях, личностях и актуальных событиях в мире, влияющих на нашу жизнь. Спасибо, что смотрите, и увидимся в следующей точке на таймлайне.